Вот мы снова возле моей пивоварни. Сегодня хочу рассказать о многофункциональности ее. В фильме «Бриллиантовая рука» великий актер Андрей Миронов сказал такую фразу: брюки превращаются в... нет. Андрей Миронов сказал: легким движением руки брюки превращаются в оригинальные шорты. Так и у меня. Способом небольших манипуляций моя пивоварня превратилась в гуральную. Ничего сложного. Сейчас сделаю небольшой обзорчик. Вот мой ЦКТ-шный заторный бак. Вот. Он превратился в куб, в котором мы делаем наш дистиллят. К кубу подсоединен сухопарник. К сухопарнику подсоединен охлаждающий элемент, который охлаждает нам наш пар драгоценный. Это дистиллятор. Он охлаждает, и с него уже, естественно, выходит наш драгоценный продукт, дистиллят. С сухопарника обязательно должен выходить отвод этой вонючей жидкости, которая нам портит сам вкус, запах дистиллята. Если этого не сделать, то с самого сухопарника пар, который выходит с куба, будет подхватывать вот эту гадость эту, и опять какую-то часть будет нам забирать в наш готовый дистиллят. Так что обязательно надо сухопарник делать с отводом. Собирается агрегат весь очень легко и просто. Он весь на соединении. Вот. Здесь на холодильничке соединение воды. Вот вход снизу, вот выход. Тоже соединения сделаны с нержавеющих деталей, которые применяются в пневмоинструмент. Эти коннектора я часто использую в своих самоделках, которые связаны с водой. Очень удобно, не ржавеют и быстро соединяются, так как пластиковые быстросъемы не везде поставишь, не везде неэффективны. А это то, что надо. Вот. Дальше у нас стоит большой бутыль объемом 10 литров, в которой собирается сам продукт. Вот тут я начертил начертил пометки. Вон их видно черным фломастером. Вот, и видно по ним, сколько продукта уже собралось. Температуру контролирую вот термометром таким. Здесь мои датчики температуры не подходят, потому что они предназначены для подсоединения к струе. Если у нас никакой струи нет, кроме той, которая выходит с нашего холодильника. Вот, так что приходится термометр задействовать вот таким образом. Объем бутыля я специально сделал большой, чтобы не было проблем с перестановками. А то если ставишь 3-литровые банки, то их надо 3, и каждый раз надо следить за тем, чтобы не было перебора. А тут как раз достаточно одной банки, и не надо контролировать этот процесс.
Саму подачу воды в холодильник я осуществляю подключением к душу, обычному душу, где мы моемся. А вот откручиваю саму леечку и подсоединяю через муфту, подсоединяю подачу воды в холодильник. С другой стороны вот выливается вода с холодильника вот такой вот струей и прямо он сливается в канализацию. Хочу обратить внимание, что температура воды, ну это мое такое мнение, наблюдение, она не должна быть сильно холодной. Температура должна быть тепленькой такой, ну градусов 25, где-то в таких пределах. И я обратил внимание, что если делать так, то выход получается больше. Раньше у меня гуральня была на кухне, но так как наши жонки, заряженки, они этого не любят, вот я все это дело сконструировал свою пивоварню. И этому рад. Здесь намного удобней, быстрее, вот, и все работает на электричестве. Вот у меня подключены тены, ну это вы видели в моих других роликах, когда я затирал здесь солод на пиво. Вот. И эти тены очень довольно быстро нагревают нашу брагу и потом быстро ее доводят до кипения и получается хороший качественный продукт. Вот такой. Вот пока я с вами разговаривал, уже набежал 1,5 литра. Идет быстро. Струя, сейчас покажу. Ее так не очень видно. Я там поставил зубочистку такую, чтобы лила конкретней туда, куда надо. Леечка сделана из стекла, из горлышка бутылки. Так что все тут все сделано с нержавейки, стекла. Так что соприкосновение с какими-то там химическими, пластическими материалами, всякими пластиками исключено. Вот такой у меня агрегат, который сделан с моей пивоварни. Вот, так что у меня теперь пивоварня гуральня. Как говорят, вечно бы смотрел, как горит огонь, как течет вода, как кто-то работает, а я бы еще добавил, как течет хороший продукт. На это можно смотреть вечно. Вот кому понравилось, делай как я, и у вас все получится. Не забывайте подписываться на канал. Всем привет, пока-пока.